Привет, друзья! Рада всех вас видеть сегодня на уроке. И сегодня я объясню вам слова, с помощью которых мы можем выразить несогласие. В русском языке есть выражения и формулировки, которые передают наше несогласие достаточно резко и прямо. Первое такое выражение – это фраза «ты не прав», если я говорю с мужчиной, или «ты не права», если с женщиной, «вы не правы». Это выражение показывает не просто то, что мы не согласны с тем, что сказал второй человек, но и то, что это неправильно, это неправда, что он говорит с нашей точки зрения. Например, мой коллега говорит: фирма наших конкурентов активно развивается. А я говорю: ты не прав. Я видела их отчеты. Более прямой, более резкий способ сказать кому-то, что он не прав, это использовать фразу «ты ошибаешься». Например, мой друг говорит: Европа сейчас находится в глубоком кризисе. Я говорю: почему ты так думаешь? Ты ошибаешься. Более книжный, более литературный, но не менее прямой и резкий способ выражения несогласия и неправоты другого человека – это выражение «ты заблуждаешься», которое тоже можно использовать в контексте «фирма идет ко дну, у нее нет будущего». Я говорю: ты заблуждаешься, эта фирма еще будет существовать много лет. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы выражаем свое несогласие также интонацией. И чтобы эти фразы, которые я представила на уроке, звучали достаточно нейтрально, важно, чтобы интонация шла вниз. Это показывает наше спокойное отношение к теме. Например, ты ошибаешься, вы не правы, мы так не думаем. Теперь переходим к выражениям, которые используются в языке, чтобы выразить несогласие резко. Что значит резко? Это значит, что мы не думаем о том, что почувствует второй человек, когда услышит наши слова. Для нас важнее выразить свое несогласие. И одним из способов это сделать является выражение «какая глупость», которое мы обычно произносим не нейтрально, а эмоционально. Это выражение несет сильный эмоциональный заряд. И, конечно, второму человеку не очень приятно слышать такую реплику. Например, я говорю: я думаю, в этом месте нельзя купаться. И мне отвечают: какая глупость! Еще в начале этой реплики может стоять не слово «какая», а «что за?» Что за глупость?
в разговорной речи, в диалогах, в фильмах, например, или в сериалах вы можете услышать такие выражения, как «Что за дичь? Что за херня?» Или матерное выражение, которое, опять-таки, можно услышать, но я вам его не скажу, а напишу. Что за ня? И повторю еще раз, что эти фразы звучат очень сильно. Они несут не только семантическую нагрузку, то есть передают значение, что кто-то неправ, что кто-то неправильно думает, неправильно оценивает ситуацию или ее представляет, но и еще несут этот эмоциональный заряд, то есть передают эту эмоцию несогласия, что как ты можешь так думать? И поэтому я, как филолог и преподаватель языка, рекомендую использовать более мягкие, более нейтральные способы выражения несогласия. Лично я очень люблю эту конструкцию. Мне так не кажется, которая очень мягко показывает, что у меня другое мнение. Если у нас какой-то важный разговор, и нам нужно четко, конкретно показать, что у нас другая позиция, другая точка зрения, тогда я думаю, что уместно использовать слова «у меня другое мнение» или «я думаю иначе». И, например, объяснять, аргументировать свою точку зрения. А выражение типа «какая глупость», «какая чушь» ограничить по максимуму, даже во время ссоры или конфликта. Потому что уважительное отношение к другому человеку — это важная часть нашей жизни. Друзья, спасибо за внимание и пишите, пожалуйста, в комментариях, какие выражения вы уже знали, а какие были для вас новыми. И до встречи на следующих уроках. Пока!